В этом видео я хотел бы рассказать, как установить специфическую версию Unity и зачем это делать. Я заметил, что практически у большинства людей, которые начинают обучение, у них появляется вопрос, как установить именно конкретную версию Unity, потому что когда они переходят, например, в Unity Hub, в Install, нажимают Install Editor, у них последняя какая-то версия Unity, плюс они чем-то отличаются, плюс, например, я могу просить установить, например, Unity 6.5.0 или еще какую-то версию, а здесь ее нет. То есть, как это все сделать и зачем это делать. Давайте вообще разберемся, что за версии здесь есть. Обычно вот рекомендуемая версия показывается, это, скажем, последняя стабильная версия, но она не самая длительно поддерживаемая. Если вы выбираете для проекта длительного игру для продакшена какого-то, то вам желательно выбирать какую-то LTS-версию, которая длительно поддерживается, у которой будет больше обновлений и которая будет меньше внедрять какие-то новые API для того, чтобы ваш код был максимально стабилен, меньше было ошибок, то есть она больше проверяемая, туда внедряются какие-то исправления багов и такое что-то. А в таких более новых версиях они просто внедряют всякие новые фичи и, скажем так, их используют. И, например, в данном случае есть 6.5, скоро будет Unity 7, а вот уже есть Unity 6.7, которая фактически внедрила в себя новый Core CLR, и фактически она уже является седьмой версией, просто здесь они еще проверят ее, и потом выпустят именно, не будет 6.8, будет Unity 7. В принципе, вот мы увидели, есть пререлизы, есть альфа и бета. В альфе очень много багов, у меня было такое, когда я шестую версию включал, там буквально сцены слетали из build settings, не рекомендую вообще использовать альфу, это вам будет портить нервы. Лучше использовать, например, бету, а еще лучше использовать там последнюю поддерживаемую или вообще лучше использовать LTS и не париться, потому что там особо вам каких-то супер новых фич не завезут. Единственное, что вот скорость работы с 6.7 и 7 Unity будет очень быстрая, то есть вам не нужно будет ждать. Компиляция буквально пару секунд, у вас проект всегда компилится, всегда там запускается сразу, и это в разы быстрее, в 4, 5, 7 раз может быть быстрее, чем раньше оно запускалось. Уже в 6.5 очень быстро запускается, но будет еще быстрее. Но это так, просто к сведению. И вот мы переходим к вкладке «Архив». Здесь мы можем установить, вот, выбрать, какую версию нам нужно. Можем здесь что-то написать и увидеть эту ревизию. Но, допустим, у нас там ничего не находит, мы как-то неправильно написали, как-то вот так. Тогда мы можем кликнуть вот сюда, нас перекинет на архив Unity. Мы здесь можем тоже по годам выбрать, мне кажется, здесь даже удобнее выбирать. Например, нам нужна какая-то версия, ну вот эта. Мы нажимаем Install, оно нас закидывает в Unity Hub. Почему может понадобиться конкретная версия? Представьте, что у вас команда разработчиков, вы начали разрабатывать на какой-то последней поддерживаемой версии, например, какая-то там 6.5.8, вот вы начали на ней разрабатывать, и хорошо, если у вас одна версия, потому что, во-первых, у вас будет предупреждение, будут вноситься изменения в систему контроля версий постоянно или пытаться вноситься, если вы работаете в команде, у каждого своя версия. Во-вторых, ошибки, которые в той версии у вас могут быть исправлены, а у других не исправлены. В идеале, чтобы у вас код и API было одинаковое, потому что там новая версия, какое-то другое API, и тоже оно будет постоянно вам мешать. В общем, в идеале разрабатывать на одной версии и иметь одни и те же ошибки. И потом, если у вас там какие-то ошибки, вы загуглили, что это ошибка от Unity специально, вы уже думаете и обговариваете с командой, что, а может, нам нужно переехать на какую-то более свежую версию, потому что там фиксятся те и те баги. Это очень такой довольно частый кейс. Также мы можем в каждой версии Unity смотреть релиз notes, и это обязательно делать, потому что здесь мы видим там на вот такой crash по fiction, вот такие всякие штуки по fiction, и так каждый раз. Вот, сколько фиксов, это очень круто. На самом деле некоторые изменения могут ломать предыдущие, такое бывает, но тем не менее с каждым разом, и особенно Unity 6, она более стабильна, чем предыдущие Unity были, хотя я встречал очень много багов от Unity. Также мы можем пользоваться интересной вещью, вот в Unity добавили Unity CLI, мы можем вообще Unity запускать из командной строки. Ну, это просто интересная вещь, которая может быть полезна для искусственного интеллекта. Также здесь из полезных вещей есть сразу вкладка налоги. И, например, мы хотим там краши посмотреть. Вот у нас закрашилась Unity, игра наша закрашилась, и там мы не успели, не увидели, какие там были крэши. Мы можем сюда клацнуть. Возможно, это тоже будет
полезно. Также, пока мы еще здесь, хотел подчеркнуть, что если вы запускаете какой-то проект, вы можете сразу выбрать платформу, чтобы именно под нее запускать, потому что если вы будете запускать там стандартно, например, открываете, она под Windows запускается, а вам нужно под Android, оно 2 раза будет это все пересобирать, вы здесь просто сразу указываете платформу и тогда открываете. Также еще пока не забыл, давайте посмотрим, раз мы разбираем Unity Hub. Например, мы хотим что-то установить, мы смотрим, нужна ли нам Visual Studio, там в зависимости, какую платформу нам нужно ставить, можно там Android, можно iOS, можно еще что-то. И хотел сказать, что, например, под Xbox, под Nintendo, под другие консоли нужна специальная лицензия, и там будут давать вам файлики, которые будут специальные версии Unity грузить, добавлять, чтобы у вас появился именно тот SDK под те платформы. То есть просто так вы не можете под них делать игры, портировать что-то, вам нужна лицензия. А здесь показано то, что вы можете делать. Кстати, в Unity вот всем не будет моно, оно заменяется именно на Core CLR, что хорошо, поэтому вот как-то так. И надеюсь, это тоже было интересно и полезно, и всем пока.